Земля — это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля — это планета людей. Они — главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг, блогер Кирилл Макашов, отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Это финальный выпуск сезона «Орел и решка. Земляне». И в нем вы увидите продолжение наших приключений на чудо-острове Сокотра. Я богатый, ты бедная. Доброй ночи. Мне досталась безлимитная карта, а вместе с ней VIP-тур по Сокотре за $2000. И я отправился смотреть самые космические места на острове. О, как круто, ребята! И пробовать самые крутые развлечения. Рыбу. Очень много рыбы. А я даже не успела расстроиться, что со $100 все эти красоты мне недоступны. Потому что сразу подружилась с местными землянами. Это люди с другой планеты. Сегодня будет еще больше землян. А где он? И еще больше экзотических приключений на Сокотре. Кости кого-то. Это мой друг, дельфин. Так, я, походу, уже здесь начинаю понимать. Если очень много людей вокруг, то должно быть где-то поблизости интересно. Can I? Если двери открыты, то я думаю, можно заходить.
Тут сидит какая-то женщина с подносом, что-то палят. Вообще не понимаю, что здесь происходит. You know English? No. No, Мужчина сел. И что ты показываешь там? Так она греет какие-то палочки, она его прижигает. Смотри, аж прям беленьким так покрывается. На голой земле без всякой анестезии слышно, как кожа шипит и попахивает палеными волосами. Найс? Как хорошо, она прям прижигает его металлом. На Сокотре лечатся не таблетками и уколами. Здесь считают, что лучшее средство от всех болезней – прижигание старой проволокой и ржавым гвоздем. Чуть-чуть болит – прижигают точечно. Сильно болит – прижигают так, что остаются глубокие шрамы на всю жизнь. Вот парню лечили язвы желудка. Вот растяжение связок. От тошноты прижигают на боку. Вот такой вот шрамик. Шрамик надо? Ты рыгал. Да, рыгал, да. И теперь стал рыгать. Где еще? Покажи. Болел живот. К 40 годам буквально каждый сокотриец покрыт шрамами от такого лечения. Эти земляне точно уникальны. Я такое первый раз в своей жизни вижу. Не, я вообще, я здорова, перфекто. Женщина с девочкой пришла. Сейчас что там происходит? О, боже. Как он вообще такой крохотный. А сейчас, пожалуйста, все, у кого есть маленькие дети, а также беременные и слабонервные, отойдите от экранов. От кадров, которые вы сейчас увидите, у вас может просто разорваться сердце. Он такой вообще маленький-маленький. Торчик готовят железяки. Это ребенка будут прижигать. Так подождите, он вообще маленький. Что ему там прижигать? Ой, нет. Слабонервным это не смотреть. Ай-яй-яй. О. Ребята, это просто жесть. Это совершенно дикая традиция. Сокотрицы считают, что если не прижечь девочке пупок в младенчестве, то когда она вырастет и забеременеет, у нее разойдется живот. Орёт просто капец. Что я знал о сокотрицах? Да я до решки не знал, где Сокотра находится. А сейчас я даже знаю, как можно сюда добраться. Сегодня и такие особенные места планеты можно посетить. Круто, что со мной Авиасейлс. Путешествием быть! Ну что, пацаны, все разложили? Второй день моего богатого тура по чудо-острову Сокотра я посвящу морскому отдыху. Для обычных туристов, которые едут сюда с турами, дайвинг – это самое непопулярное развлечение. То есть оно здесь не развито. И сюда поедет только сумасшедший.
Собственно, я и здесь, получается. И вот так каждый раз, когда что-то, Кирилл идет и это делает. Я один раз умру, они даже не вспомнят обо мне. Угу. Мистер! Приветствую тебя на Сокотре. Thank you very much. My name is Kirill. Меня зовут Фуат. Nice to meet Я you. мастер дайвинга. Okay, so У меня важный вопрос. One. Это Is it опасно? dangerous? Не опасно. Okay. Then the И second второй. question. Are there Тут есть sharks акулы? here? Нет, тут нет акул. Are you Вы sure? уверены? Да. This is not in the dive site. This is not in the dive site. Так это же не на месте дайвинга, это на берегу, где рыбаки. Fisherman is fish. If I see a shark... Если я увижу акулу, я просто побегу по воде, как Иисус. See? Кстати, богатый не богатый, но носочки стырил с самолета. Так что все нормально. Ну что, парни, let's go. Oh my gosh. Ага. This. Будем вот так стоять. Я вот ни разу в жизни не дайвил, но даже я понимаю, что лодка должна быть другой. Она должна быть устойчивой. Пацанюра. Из-за того, что Сокотра далеко от материка, у нас есть только такая лодка. Она может и неудобная, но безопасная. Safe. It's safe. For sure. 100%. 100%. Вот я не то чтобы боялся, но давайте учтем все факты. Это в первый раз я буду дайвить. Снизу плавает вот такая-то огромная, черт знает какая рыба. Не знаю, какое оборудование этого мистера. Собственно, чего бояться? القرب يعملنا شيء حاجة. Ух ты! Больно. Ущипил, прищепил. Фух, стрёмно теперь стало. Окей. Ой, да-да. Короче, я этого момента очень сильно боялась, но он настал. И я проголодалась, и мне нужно найти место, где здесь, прям здесь, я могу покушать. Таблетки от живота я взяла на всякий случай. Так, тут что-то дымит и пахнет вкусно. Hello. Hello. Where can I eat? Вот куда он направил. На рынок. Рыбу. Очень много рыбы. Но когда ты уже в воде, сразу забываешь бояться. Потому что тут показывают рыбов. Ну, очень красивая. Море вокруг Сокотры – это просто какой-то суп из рыбы. Здесь ее не ловят в промышленных масштабах, поэтому Аравийское море вокруг Сокотры первобытное. И рыбы здесь столько же, сколько ее было в доисторические времена. Больше всего морской живности можно найти на месте кораблекрушений. Давайте знакомиться с пассажирами этого корабля. Вот матросы в полосатых тельняшках. Это желто-синие луцианы. А вот важный боцман-группер. А вот и капитан корабля, Скат Хвостокол. Так, я так понимаю, пацаны остаются рыбачить, поэтому все самое ценное беру с собой.
телефон не забудьте мне дать. Ай, фу, какой ужас. Рыба, ёшкин кот. У меня шок. Блин, там кот кушает, там, короче, рыба вперемешку с мухами. Вот заходишь в какую-то непонятную дырку, как я люблю всегда заходить. И вот, собственно, рыба. Сокатрийскому рыбному рынку позавидует меню любого мишленовского ресторана. Тут ценных рыб продают не килограммами, а целыми тушами. Смотрите, какие здоровенные. Тут тебе и дорадо, и тунец, и даже такая экзотика, как рыба прилипала. У нее на затылке есть огромная присоска, похожая на подошву. Ого, какая огромная рыба! А, так это же голубой марлин! Ё-моё, посмотрите! Смотри! Ой, как красиво! Вау! Вот эта рыбка, кстати, ее очень сложно поймать. А здесь он лежит на сокотре, на полу, с камнями. Very nice. Вот так вот подошли джентльмены. Найс. Я аж покраснела немножечко. А как вы ловите рыбу? Ловим большую рыбу большими ловушками. Не на удочку. Сокатрийцы – рыбаки от бога. Рыбачат они начинают с 6 лет на вот таких самодельных плотах из мешков и пластиковых бутылок. Сколько стоит? 10,000. Короче, представляете, туна стоит 10 тысяч. За килограмм получается $1. Представляете? Ого, какие тут цены! В Европе такой желтоперый тунец стоит в среднем 20 евро за 1 килограмм. А здесь на Сокотре чуть больше $1 за 1 килограмм свежего тунца только из моря. 8, хорошо. Почистить можно? Как практика уже показывает, на любом базаре можно торговаться. Ай, сейчас буду рыбкой пахнуть. Very nice. Где я могу это приготовить? В ресторане? Шабо. Пошли в ресторан. Goodbye. Прежде чем аппетит еще остался. Вода здесь просто чистейшая, она максимально прозрачная. Вот мы проезжали, если вот, наверное, будет штиль, будет даже видно дно. Я второй день на Сокотре и уже понял, что помимо выпуска сезона «Земляне», здесь можно было бы снять шикарный выпуск «Чудес света». Ну, прости, Зайцев, мы оказались тут первыми. Мишка, ну посмотри, как красиво. Какая первозданная красотища-то. Тебе нравится? Да, мне нравится. Как хорошо. Я сейчас в городе общаюсь с людьми. Мне тоже нравится. Рад за тебя, рад за тебя. Значит, нам обоим хорошо. На Сокотре чувствуешь себя Синдбадом-мореходом.
который причалил к неизведанному острову. Вот так и я приплыл на один из тайных пляжей Сокотры – Шоап, куда есть доступ только с моря. Непонятно, ресторан, не ресторан. Что-то похоже на печку есть. Hello. У меня есть рыба. Вы можете мне помочь? Yes? Yes. Nice. Oh, it's already чистенький. Итак, хозяюшки, запоминаем рецепт тунца по-сокотрийски. Берем тряпочку и хорошенько трем тунца изнутри. Обильно посыпаем его карри из пластикового ведра. Рыбу на фольге погружаем в сокотрийскую печку Танар. Через 20 минут тунец готов. Это что? Ух ты, вот моя рыба. О, капец, смотрите, вот такой огромный лаваш. Thank you. А это лук, соус и какая-то зеленая жижа. А приборов-то нет. Надо кушать, походу, как эти земляне. Руками. Тут запах рыбы минимально. Если бы мне давали вот такой кусок мяса, и я бы съела с закрытыми глазами, то я бы подумала, что это какая-то говядина. Но здесь очень много. Жалко, конечно, выбрасывать ее. Сейчас, у меня есть идейка. Вы могли бы помочь мне это съесть? Yes! Take! Вот так продукт не пропадет, понимаете? Call your friends. Nice. Eat! О! Мамка накормила всех. Если язык еды понятен всем. Ну что, друг, мы с тобой остались вдвоем. Классно было? Да? Кушай, приятного. Money. Yeah. 5000. 500, окей. Мне каждый раз неудобно доставать вот эту пачку. Итого, сырой тунец $7, готовка и закуски $4. Thank you very much. В результате за $11 15 сытых сокотрийцев. По-моему, неплохо. Практически $1 за человека, меньше. Сокотра, ты мне больше всего нравишься. Thank you very much. Enjoy. Значит, место шикарное, инстаграмное, просто обалденное. Ну, рай на земле. Только аккуратно, когда будете инстаграмные фоточки себе делать, чтобы вот такого не происходило с вами, смотрите под ноги. Тут иголки по всему пляжу валяются, их не видно абсолютно. Эти иголки никто здесь специально не разбрасывал. Эти иголки – часть тысяч умерших рыб-ежей. Их мертвые тушки течение выбрасывает на берег, а волны перемешивают иголки с песком. Так что загорать на пляже и хочется, и колется. Среди этих уникальных землян есть еще более уникальные. Представляете? Пчеловоды, которые собирают не просто обычный мед, а мед из диких пчел. Я отправлюсь на поиски этих чудо-людей.
А чтобы местные водители поняли, куда меня везти, я решила нарисовать подсказку. Я вообще не умею рисовать. Сразу предупреждаю, это моя челка, блин. You know? Поехали искать пчелы. Мед. Остановись. To the mountain, you know? Daddy. Нет. Не, остановись. Where? Стоп. О, молодец. Остановись. Hello. This beers. No. You can go with me here. No. I can pay. Yes. Yes. Let's go. No. Не, я не умею водить. Нет, садись. You, me, here. Вы поняли, что только что было? Он готов был отдать мне свой мотоцикл, чтобы помочь. Let's go. Ну что? Сейчас, подожди. Сейчас, я достаю ее. Wait a minute. Я ж тебе обещала. Money. Достаю. Oh, no. Why? A little bit. A little bit. Ну нет, ну подожди. No. Why? You help me, I help you. Спасибо большое. Ой, какие приятные земляне здесь. Все, я пошла в горы. Местные говорят, что пчеловоды работают в этих горах. Если идти по тропинке, не сворачивай, кого-то обязательно найдешь. Не нравится мне все это. Еще и в шлепках. Супер просто. Ой. Так, я практически на вершине. И никого. Так, подожди, там наверху есть точка, которая двигается. Это что, это человек? Вот же он, сокатрийский пчеловод. Хочу, не хочу, я туда не долезу просто. Это физически для меня сейчас невозможно. Во-первых, рука, во-вторых, шлепанцы. Буду здесь ждать. Надеюсь, с ним ничего не случится. Но долг оператора «Орла и решки» обязывает лезть даже туда, куда не залезет ведущий. А все для того, чтобы показать вам уникальные кадры работы пчеловода на Сокотре. Пчелы по своей воле на человека работать не хотят. По сути, их нужно угнать в рабство. Пчеловод ловит пчел и забирает свой улей. Такие кадры не показывал еще никто. Hello, sir. Nice to meet you. You're a hero. Это очень опасная работа. Опасная? Это опасно для тебя. Я уже привык. Вот сейчас она прям его кусает. How much money? Сколько ты этим зарабатываешь? Бишь, Где-то 1 миллион реалов в год. это $800 в год. Так это же вообще ничего за такой труд. Точно так же на Сокотре добивали мед 1000 лет назад. Is it possible if I can А можно мед твой попробовать? taste? So we can go? Yeah? Конечно, пойдем со мной. За вами, сэр. Сокотра – это остров-заповедник нетронутой природы. Видите эти черные точки? Это колония сокатрийских бакланов. Они облюбовали пляж Шуап неспроста.
Вот эти темные пятна в воде – плотные косяки мелкой рыбешки. Поэтому тут у бакланов вроде как шведский стол. Duckboxes? Вау, прикиньте, вот его ферма. Ты лучше тут постой. Я буду тут. Окей. Пчелы могут укусить. Третьи руки за меня не кусать. Чувак! Они уже не dangerous? Не бойся, не делай просто резких движений. Хорошо, no problem. Что делать? Хорошо, все. Храбрость, появись. Где, вот так можно? Интересно, какой же на вкус мед с чудо-острова Сокотра? Вау, как оно мягкое. Пахнет мега сладким, как какими-то, не знаю, детскими духами. Такой нежный привкус. Вау, он прям течет. Он не тягучий, а такой жидкий, как нектар. Вот хочется его пить, правда. Найс. Сокотрийский мед – один из самых редких в мире. Его делают пчелы, которые опыляют драконовые деревья и другие уникальные сокотрийские растения. В Арабских Эмиратах его продают как мед с мистического острова Сокотра, одновременно терпкий и сладкий, и пишут, что он чуть ли не лечит диабет. А за литр берут $165. Сколько стоит? Литр – 30. Баночка пол-литра – 12. Окей. Хорошо, за $12. За $12. Давай. Yes. Угу. Мне кажется, сейчас здесь подойдет музычка ангелов. Пожалуйста, подставляйте. Потому что держу в руках золото Сокотры. Мед, который был собран прям при мне. А не просто куплен в магазине. Понимаете? Ценность его. Thank you very much. Я приплыл на отдаленный пляж в западной части Сокотры. Ребят, мы просто сейчас придем к такому землянину, к такому. Это, наверное, самый невероятный человек здесь, на всем острове. А может быть, даже и во всем мире, я не знаю. Вы сами все увидите. Салам алейкум. Это что, у него кости кита? Или что это? Кости кого-то. Ребята, только представьте, тут вместо лестницы челюсть кита, а вместо перил китовьи ребра. Мархаба, Абдулла. Это Абдулла. Он настоящий пещерный человек. Мархаба, Абдулла. Да. Ага. كيفك؟ خير؟ Да. Почему ты так далеко решил поселиться? Я родился в этой пещере. Родители мои тут жили. И мне нравится природа и море. Ты тут родился? А в каком году?
Я не помню, в каком году. Я помню, что на острове был большой шторм и дожди. Родители так сказали. На Сокотре до сих пор есть люди, которые годы называют примерно так. Год, когда был большой шторм. Или год, когда из еды ничего не осталось, кроме коз. У них нет календаря. И нет дат, получается. Okay, if you need to remember some А если тебе надо что-то запланировать? how you do it? Я приношу палку, ставлю ее возле входа, смотрю на нее и вспоминаю, что я что-то хотел сделать. Так ты тут спишь? Могу я попробовать? Слушайте, ну, я не знаю, как он здесь спит. У меня лопатки уже продавили камни. Точнее, камни продавили лопатки. Здесь очень твердо. Матрас не спасает. Ты просто этим укрываешься? Если не холодно, то покрывала хватает. А если холодно, ухожу в пещеру. А если снег? Ох, тут так костром пахнет жестко. Это мой друг, дельфин. И я его не ел. Я его нашел, когда он был жив. А когда умер, принес его кости сюда. Вот у вас что стоит в спальне? Комод? Трюмо? А у Абдулы скелет друга дельфина. Кости при входе, кости здесь. Все такое аутентичное, чисто natural. И вот получается такой дизайн сокотринский, уникальный, между прочим. Ну, страшноватый, да? Так, все денежки, которые у меня остались, я готова потратить на красоту. Наконец-то хочу увидеть ее. Для этого и сюда и туристы приезжают, понимаете? Я же тоже турист, я же тоже человек. Так что сейчас буду ловить машины и, надеюсь, повезет. Единственное место, куда я могу добраться, это плато Хамхил, чтобы увидеть волшебные сокотрийские деревья, а заодно искупаться в природном бассейне. You know Hamhil? Beautiful. Wow. With water. Water swimming? Yes, you know? No. No. Hamhil, no? ايش خمسة ما انا ما في معروف. Английский. Tell me, you know Hamhil? Yes? Он знает. How much money? 20 Все. Поехали. Я остановила человека 6-го раза. Ну зато какого, а? Посмотрите. И на какой тачке мы классно едем. Обалдеть. Hamhil, very far from here. Yeah. Хорошо, что мы будем делать? Я могу петь, могу танцевать, могу просто молчать. Мне это лучше всего получается. Это корова. Это корова. Пальмы. Finish? Stop. Is here? Yes. Okay. Now walk. Now walk. 20 тысяч. Раз, два. Yes. А я погнала пешком в шлепанцах по горам лазить. Thank you very much. Goodbye. Мухи. Наконец-то! Драконовые деревья передо мной. Они на бутылочках, на автомобильных номерах, как в городе. Класс. Такие необычные. Такое ощущение, что дерево вверх ногами, потому что ветки его напоминают корни. А сверху вот так просто взяли и застелили газончиком. Это еще одно уникальное дерево Сокотры – бутылочное дерево. Блин, класс. Ого, их тут столько, смотрите! Класс.
Знаете, кого они мне напоминают? Они будто людишки, которые не могут двигаться, и вот так ручки маленькие свои поднимают и говорят: обними меня, да? Сейчас пойду и это сделаю, вот этого. Смотри. Ай, класс! Кстати, он такой гладенький, и вот стук похожий на стук тыквы, как когда тыквы стучишь по ней. Бутылочные деревья в стволе запасают воду и поэтому раздуваются. И напоминают каких-то ждунов. А ждут они сезон дождей. Смотрите. Бутылочные деревья научились выживать в суровых условиях Сокотры как никто. Они выработали яд, чтобы их не ели козы, и могут расти на голых камнях без почвы, собирая влагу прямо из воздуха. Корни прям вообще насквозь проламывают камень. Это как? Суперсильная. Я жалею только о том, что мы не приехали на Сокотру в сезон их цветения. А вот вы приезжайте в феврале или марте и увидите вот это. Как красиво! Ну, кажется, я там вижу землянина. Я уже не могу бить землян. Hello! Иди сюда, что ты меня боишься? Класс! Как здесь красиво! А где он? Ого, там глубоко, точно. Вот мы ходили в детстве на речку, а местные земляне ходят плавать в таком бассейне с видом на дикую сокотрийскую природу. Мне кажется, пришло время окунуться в эту водичку свежую и, наконец-то, расслабиться немножко. Угу. Да. Абдулла – удивительный землянин. Он отшельник, и у него очень странные друзья. Ага. Ух ты, ёп. Можно попробовать? Можно? Can I try? А! Какой он противный! This is calamari. Мария? This is calamari. Ах ты! Укусил меня! Откуда? He just bit me. Откуда у него зубы? Так он чернилами стреляет. Он может сейчас чернилами просто выстрелить. Да? He just shoot me. Я ни разу не видел живого кальмара настоящего. Вот, давай, я наберу воды, чтобы ему было комфортно. Она ж вытечет все равно вся. Ну куда? He's gonna bite me, wait. Okay, can I touch it? Do you eat it? Но выглядит как живой камень. Если бы камень случайно ожил. Здесь можно просто отпечатки пальцев так ставить. Форму, если хотите форму руки своей сделать из гипса, берете этот огурец, пожалуйста, и заливайте. А потом Абдулла решил меня познакомить еще с одним своим другом – рыбой-ежом. Это ее иголками был усеян мой колючий райский пляж. Она защищается так. А у нее вода внутри. Это пакетик с апельсиновым соком. Ну. Бери. Как ты ее держишь? Когда рыба-еж чувствует опасность, она раздувается, набирая воду. It's alive. It's fine. Good. Просто плавает на спине. Просто как шарик чилит, она ничего сделать не может. А когда опасность миновала, рыба-колючка сдувается.
хотел уходить, он черепаху нашел. Он не тащит черепаху. Он в шоке. Мы в шоке все. Просто пошел, нашел черепаху, положил ее на горб и тащит с собой. Абдулла! Ну ты чё, она живая? Да просто огромная черепаха. Это не маленькая. Это вот такенная штука. Зачем ты... Бедолага! Зеленые черепахи – животные-одиночки. Поэтому в случае с Абдулой они просто нашли друг друга. Малыха. А живут такие черепахи до 80 лет. Так что черепашка может стать его другом на всю жизнь. Блин. Ага. Starfish. У меня еще тут принесли мне морскую звезду, если что. Вот серьезно, я за одну встречу с Абдулой увидел больше экзотических животных, чем за всю свою жизнь. Откуда ты их носишь? Где ты их находишь? А вот еще друзья Абдулы. Манящий краб и морские огурцы. Мне кажется, у него просто дома зоопарк, вот там где-то. Загон такой, где он всех держит и потихоньку приносит каждому. Абдулла! Стоп! Enough! Абдулла, живя на своей отмеле, кого только не видел. Ежей, звезд, огурцов фиолетовых. Но все-таки нашлось существо, которым его можно удивить. Наш коптер. Поэтому наш оператор, чтобы его не пугать, даже не решился подлететь ближе. Пока не увидишь чудеса Сокотры своими глазами, не верится, что все это на самом деле существует на Земле. Потому что это реально другая планета. А сокотрицы стали, наверное, самыми удивительными землянами во всем сезоне. Это что, это человек? На Сокотре еще можно почувствовать себя путешественником-первооткрывателем. И вот это по-настоящему бесценно. Потому что подобных мест на Земле уже почти не осталось. Просто пошел, нашел черепаху. День любви сегодня. И огромный брокколи. Амари, show me your city. Сокотра! О, no. Он даже денег не взял у меня. Ах ты! Я аж покраснела немножечко. А если снег? Кушай. Риска! Ребята, это наш финальный выпуск «Орел и решка. Земляне», и он выходит в канун Нового года. И мы бы хотели поздравить вас. Да! Мишель, давай. Как мне сказать, пожалуйста. Короче, огромное спасибо, что смотрели наши выпуски. Вы просто кунтики. И хотим желать всего наилучшего вам. Да, вот так. Счастья, здоровья, путешествий в уникальные места И с уникальными землянами. Вот. И увидимся в следующем году. Смотрите «Орел и решка. Земляне». Пока! Пошли. Там вот проехал мопед. Грустно. Я хотел себе мопед купить.